Я в эти дни имел возможность внимательно посмотреть телевидение Саудовской Аравии. Ну, вы знаете, у каждой стороны есть своя правда. Ну, в частности, они приводили большое количество выдержек из выступления Нимра, цитирования и так далее. Выступали судьи, которые участвовали в этом вот процессе, длительном ведущемся процессе. Ну, конечно, в общем-то, проповедники в таких выражениях выступать не должны. Если они проповедники, они должны проповедовать вещи, какие-то ведущие к разрешению противоречий, к выходу из ситуации. Ну, а здесь содержался действительно какой-то такой жесткий, прямой призыв вплоть до насильственных действий. Ну, я думаю, как-то вот это все надо проанализировать, в том числе и религиозным деятелям, и найти какой-то разумный, сбалансированный подход к тому, как религиозные деятели должны в политических вопросах себя вести, и как они себя не должны вести. Потому что провоцирующие действия вот этих вот элементов на ситуацию, которая создалась, налицо. Ну, другое дело, что, как правильно наш старый руководитель сказал, там казнить уже такие крайние действия, они вызывают отторжение. Но, с другой стороны, вызывает отторжение подобного рода поведения. Поэтому вот, когда мы сейчас с вами смотрим, рассматриваем с разных сторон эту ситуацию, надо видеть, что у каждой страны есть свои какие-то подходы. И прежде чем вот сейчас ставится вопрос, может быть, мы как-то поможем им выйти из создавшейся ситуации, прежде чем помочь, надо очень внимательно разобраться в том, какая у кого есть здесь правда. Какие третьи страны заинтересованы в усугублении конфликта между Саудовской Аравией и Ираном? Вы знаете, у меня такое впечатление, что действительно, в общем-то, в основном это работа каких-то третьих стран. Вот западные печати, и тоже сейчас смотрел телевидение западных стран, они вовсю, вот, как само собой разумеется, тезис проводят, да и у нас тоже это есть, что вот региональное соперничество между двумя наиболее крупными державами за, так сказать, за особое положение в регионе. Мне за выражение, на кой черт каждый из этой страны вот такое особое положение в регионе? Ну давайте вот начнем с Ирана. Это в каком регионе они должны бороться за такое монопольное положение? В регионе кто располагается? Израиль. Почти все окружающие суннитские государства. И что, они могут рассчитывать на какое-то положение такое, что ли, ведущее в этом регионе? Я думаю, нет. И они об этом, собственно говоря, вопрос не ставят. У них есть цели, они достаточно четко определены, вот, но не цель бороться за какое-то вот с Египтом там, или с Саудовской Аравией за какое-то монопольное положение. Это, думаю, большая передержка. То же самое в отношении Саудовской Аравии. Саудовская Аравия никогда не скрывала и не скрывает, что она рассчитывает на особое положение среди исламских государств. Это да. У них две святыни ислама и так далее. Но опять же, вот, с точки зрения борьбы за какую-то гегемонию в регионе, это явная передержка. Поэтому вот, что касается исходных моментов двух держав, которые между собой сейчас сильно не ладят, то здесь, мне кажется, вот на самом деле такой субстанции-то в этом противостоянии не так много. Сейчас сложилось два центра силы на рынке энергоносителей. Один центр силы располагается на рынках Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Это такая темная лошадка, но вот по оценке, скажем, министра нефти Саудовской Аравии, крупнейшего специалиста, по-видимому, одного из крупнейших специалистов в мире Нуэйми, он считает, что процентов 40-45 от реального ценообразования это дело рук вот этих вот людей, которые далеко располагаются от центров добычи нефти на Ближнем Востоке. Это один центр силы, который то на понижение по своим каким-то корыстным интересам играет, то на повышение и так далее. Другой центр силы, с которым яснее, так сказать, и тоже очень много противоречий, это, собственно говоря, нефтедобывающие страны.
Ну, по оценке тоже, им процентов 40-45 принадлежит вот этой вот ценовой игры. И вот тут мы подходим к тому, что сейчас получается в результате конфликта между Саудовской Аравией и Ираном. Между двумя крупными центрами, вот, опековскими и вообще центрами, где добывается нефть и которые могли бы влиять на вот эту ценовую планку в своих собственных интересах, между ними все дальше возникает противоречие, бивается клин. Таким образом, что получается? Этот центр западный усиливает свое воздействие, так, а центр опековский снижает свое гипотетическое воздействие. Ну, кому это важно? Я думаю, кому это выгодно? Я думаю, это выгодно, конечно, крупным силам на Западе.